То в одном рисунке есть смысл и юмор. В одной графической композиции, не в 10 рисунках. Здесь мне нужно цепляться зубами, ногтями, чем угодно. Понял, что здесь я чему-то научусь наконец. Вы победили, мы вас выбрали. Все, оформляйте визу, вот вам туда, приезжайте делать кино. Обалдеть. Так я оказался во Франции. Да все похоже на сказку, все. Примерно все. Ваши мультфильмы пересматривают. Чувствуете ответственность за это? Когда ты особенно делаешь авторскую короткометражку, тебе вообще на зрителя плевать. Ты занимаешься, условно говоря, селф-терапией. Ты самоизлечением занимаешься. Добрый день! Сегодня в студии с Сердитым Пряником и Михаилом Хрусталевым Константин Бронзит. Живая легенда российской мультипликации, человек, чьи фильмы выдвигались на Оскар, член Оскаровской академии. И он, кроме всего прочего, он и сценарист, он актер озвучивания, но у него совершенно необычная биография. И я бы хотел у него уточнить. Он, конечно, родился на свет не сразу Константином Эдуардовичем Бронзитом, великим, скажем так, аниматором, человеком, который стал классиком российской анимации. И я хотел бы задать вопрос, а как случилось так, что вы начали рисовать? У нас один из наших гостей сказал, что он вот всю жизнь у него щелкнуло, и он прям вот больше с этого пути не сворачивал. У вас тоже так было? Очень похожая история, как я всегда иронизирую по этому поводу. Я родился с карандашом в руке. Это правда, сколько я себя помню, я рисую. На это обратил внимание в обычной школе общеобразовательный преподаватель рисунка моих родителей обратил внимание, сказал, что надо бы все-таки куда-то его двигать дальше, потому что способности к рисованию незаурядные. А в тот момент я в том числе активно занимался спортом, я плавал. Так получилось, что взяли в спортивную школу по плаванию, и вот буквально в какой-то момент, 2-3 класс, наверное, школы, стала развилка идти ли по спортивному пути, или все-таки по какому-то художественному пути. Я чуть было не попал в спортивный интернат и серьезно не занялся. Мы бы имели олимпийского чемпиона Константина Бронзита. Я сомневаюсь. Я не думаю, что я показывал бы... В тот момент я показывал результаты в спорте чуть выше среднего. Они годились для интерната, но вряд ли это годились бы для олимпийских медалей, для чемпионства. Так что очень хорошо, что ничего этого не случилось. Вот. И надо сказать, что в эти времена, когда ребенок, 5-10 лет ему, да, он же не принимает никогда решения сам. Это все родительские дела. И мне повезло. Родители не прошляпили эти сигналы со стороны педагогов и еще кого-то. И все-таки отдали меня, в прямом смысле перевели в среднюю художественную школу Иогансона, вот, которая сейчас до сих пор жива и существует на Васильевском острове. Это художественная школа при Академии художеств имени Репина. Сильная такая школа, где сокращенная программа общего образования, как ни странно, и усиленная программа рисунка, живописи, композиции. Там целенаправленно готовят для поступления в Академию художеств. Вот в эту школу я попал с 5 класса и учился там до 11 класса. И это был главный базис, на котором я живу до сих пор. Художественно поставленная рука, чутье, все это рисунок, композиция, потому что в мультипликации все это стоит на первом месте. Все эти законы рисования, все эти академические школы нужно знать, и тогда будет легко жить. Дальше-то ведь, если про мультипликацию, то тут тоже случилось очевидное. Я сегодня тоже иронизирую по этому поводу, что я был назначен. Я не выбирал свою профессию. Это счастье, конечно. Вот кто с этим знаком, у кого нет выбора, кто знает с самого начала, что ему предстоит, куда его тянет, кем он хочет быть. И я это знал с самого начала. Я еще в лексиконе не имел слова режиссура и все остальное. Я не знал таких слов. Но свои первые мультфильмы я стал рисовать вот в этих блокнотики такие. Я тоже этим занимался в детстве. Вот. Кто этим только не занимался. Даже я не умел рисовать, но человечков этих... Это каждый ребенок однажды пробовал.
Но в этом и разница, что кто-то попробует, нарисует, осточертеет ему это 2 странички, он сразу плюнет, кто-то ограничится одним блокнотиком, а я изрисовал их просто тонны. Да, и все, и с того момента, как мне показали этот прикол, какой-то приятель показал, да, все, так сказать, спортивная площадка во дворе, футболисты, пацаны мои, они меня потеряли. Потому что я засел за это рисование, а дальше, когда учился в художественной школе, когда подходил к концу вот этот 9, 10, 11 класс, я уже, в общем, стал соображать, а куда же мне пойти заниматься мультипликацией. В Академию художеств учиться? Нет, вот в том-то все и дело, что, ну вот преподаватели, да, они ставили на меня, вот тут как раз я был с их точки зрения перспективным, и, наверное, так и было, результаты уже там значительно были выше среднего по художественным делам, но я их огорошил тем, что я вообще-то хочу заниматься мультипликацией, просто шок для них был, ну кому я это сказал, что меня не интересует Академия художеств. Я помню, Михаил Григорьевич Некрасов был такой один из главных педагогов, замечательный по рисунку и живописи. Он, когда услышал это, потом подходит ко мне в коридоре и говорит: Костя, ну ты же понимаешь, что такое мультипликация? Это же гигантский труд, это нужно же они же там сидят, каждую фазочку, каждое движение рисуют, это же невозможно трудно. Удивил, блин. Да я тонны изрисовал, я смотрю на него, глазами хлопаю, ну ты меня напугал. Собаку на этом съел. Да, я уже, ну так, я даже не знал, что сказать. Ну да, понимаю, говорю. Вот, короче говоря, ситуация-то вот какая была. Учиться в Петербурге в тот момент, а это 83-й год, да, окончание школы. Учиться здесь этому делу было негде вообще. Не то, что там учебных заведений, даже студий не было, которые делали бы вот анимационное кино в привычном понимании слова. То есть пойти, в принципе, некуда. Есть только в ГИК в Москве. И тоже он один был тогда, на тот момент. Это сегодня только ленивый не преподает мультипликацию, а тогда в ГИК в Москве. Но выяснили по звонку, там как-то списались письмом, что в ВГИКе на тот момент готовили только художников-постановщиков анимационного кино. Понимаете, что это такое? Это где вот фоны, дизайн, как это все выглядит, персонаж квадратный или круглый. Это вообще не про анимацию, а уж тем более не про режиссуру вообще. И тут я понял, что мне это тоже не то, что я хочу. Я не хочу быть просто художником-постановщиком, я хочу кино создавать. И выяснилось дальше, есть всего одно место в Москве же, где готовят режиссеров анимационного кино. Это высшие режиссерские курсы. Но двухгодичные. Сценаристов и режиссеров. Но туда берут, из-за того, что это дополнительное высшее образование, 2 года, туда берут только с высшим образованием. Вот так, все. Вилы, все. Вилы, все. И тогда мне пришлось создать самому себе вот такую, буквально, долгосрочную программу на Ржевку через Москву. Значит, чтобы туда попасть на высшие режиссерские курсы, мне нужно получить какое-то формальное высшее образование, как можно легче. Корочки, потому что цель туда. Но, чтобы не терять время, лет 4-5, сколько это понадобится, а все-таки как-то уже внедряться профессионально, а не просто на уровне блокнотиков в профессию, я узнал, что в Петербурге есть такая студия Леннаучфильм. И там внутри, в рамках этой студии научно-популярного кино, есть цех, он назывался цех мультипликаций и спецвидов съемок. То есть это вспомогательная техническая мультипликация для научно-популярного кино. Она так и называлась, Леннаучфильм. Леннаучфильм. Была еще одна студия в Москве, очень смешная, вы про нее, может быть, не знаете, она у меня просто напротив дома была, студия Министерства обороны, они там снимали военные мультики. Запросто. Вот просто секретная студия, и там приходили мультипликаторы. Меня это потрясло, такие совершенно засекреченные мультипликаторы, то есть, просто нам повезло, а я ее видел, что называется, из окон. Вот тогда так было. Да, какие-то заказные специальные вещи, да. И отчасти вот и в цеху мультипликации спецвидов съемок на Леннаучфильме тоже занимались этим. Если, например, какой-то режиссер в научно-популярного кино в рамках студии снимал
там 20-минутный фильм, например, о Великой Отечественной войне. Им нужны там карты действий. То есть вот это делалось в этом цеху. Карты рисовались, там стрелочки оживлялись, там вот все это открывалось на целлулоидах масочками под камерой. Вот этим занимался. То есть художественной мультипликации как таковой не было. Выбор был невелик. Но дальше-то я же знаю, что мне нужно по программе. Поэтому я пришел туда все равно, в этот цех. Выбор невелик. И меня туда взяли. Я показал свои рисунки, меня сразу туда взяли, конечно, все, человек умеет, откуда-то сказали, надо же. Вот. И я стал рисовать эти стрелочки, там шарики, газы по трубам, там учебное кино какое-то, вот такой фигней заниматься. Но параллельно я поступил в Мухинское училище. Сегодня это барона Штиглица. На факультет дизайна, вечернее отделение. То есть вот так на разрыв пришлось работать. Там вечером я учусь типа дизайну, хотя не собирался быть дизайнером. Вот. Но почему на вечернее? Почему туда? А потому что вечерних отделений, к сожалению, был невелик выбор. А мне нужно вечернее, чтобы работать на студии, в цеху. Ну хоть как-то в мультипликации уже там что-то начинать рисовать. Профессионально. Такой продуманный путь. Нет, коллеги, это называется, помните, я всегда на эту тему вспоминаю замечательные строчки Виктора Цоя. Тот, кто в 17 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Да. Тот, у кого есть четкий жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Вот это про меня. У меня был четкий жизненный план. С точки зрения уличной романтики, это самое страшное и скучное, что может быть. Но он у меня То есть был... вы скучные в этом плане? Абсолютно. У меня был план, я действовал. Все сделано согласно установленному Футбольное поле во дворе потеряло. Абсолютно, да. Константина, И улица меня игрока. потеряла, да. И я вот оттарабанил 6 лет, да, потому что это программа... Вечерка. Она, да. То есть 6 лет оттарабанил там. Я просто в эти же годы учился, я помню, что там вечерка была ровно на год длиннее. На год длиннее, да. То есть вместо 5-6, но 6 лет я работал в этом цеху. Я получил эти корочки, но эти 6 лет все-таки не пропали даром. Страна стремительно развивалась, появлялись уже какие-то самостоятельные студии. В этот момент в Москве появилась первая частная студия Александра Татарского. Вот та самая студия «Пилот» знаменитая. Она вот в те годы появилась. Они узнали про меня, там, что есть такой чудак, какие-то свои мультики делает на Леннаучфильме. Ну, в общем, я приехал к ним, познакомились. И когда я окончил Мухинское училище уже, как раз вовремя, вот так все совпало, тут повезло, Саша Татарский направил целенаправленно за счет студии «Пилот» на высшие режиссерские курсы свою команду. 5 или 6 режиссеров, да. И включая меня, да. А может вопрос, есть там сорока на хвосте принесла, что вы также посещали кружок карикатуры, то есть который очень много дал вам со многих, я не буду даже говорить с каких-то, я примерно представляю, что это могло дать, но что это в принципе вот так вот профессионально оглядываясь назад, что это дало? В каком-то возрасте было? Это было, ой, я уже работал на Леннаучфильме. Скорее всего, да, я доучился в Мухинском училище. А почему я все это узнал случайно? На студию Леннаучфильм пришел мой коллега, дальше друг Ренат Газизов, и он как раз вот закончил Мухинское училище, дневное отделение, и попал к нам на студию. Я уже там работал, а я еще доучивался, значит, в Мухе. И я у него увидел альбом карикатур. Самопальный такой, знаете, на тайном ксероксе сделан. Тогда же нельзя было ксерокс, запрещено. Но он где-то нашел какие-то ходы, ксероксная книжка такая, сам сплел ее. Я как увидел это, я увидел, что в одном рисунке есть смысл и юмор. Вот просто в одной графической композиции, не в 10 рисунках. Но ведь был же уже журнал «Крокодил». Был, да, но там идеологически все это мне не нравится. Там дядюшки Сэмы, там все это. А тут самостоятельный свой независимый юмор, индепендент такой, да, европейский юмор. Битструп был это? Нет, Битструп это тоже много-много рисунков. Да, тут в одной картинке. Все в одной картинке. Вот перелистываешь, новая картинка, другой юмор, третий и так далее. Вот это карикатура такая. И жанровый рисунок. И я страшно обзавидовался, я просто думаю, как так? Я тоже так хочу. И я спрятался от всех еще на месяц.
Ну, в смысле, и дома, практически подражая Ренату, нарисовал свою книжку. Он это увидел, принес ему. Он увидел, конечно, что все это немножко на него же смахивает. Ну как, я же хотел так же. Конечно, я на него смахивал. Но он говорит, слушай, тут клуб карикатуристов есть, там раз в неделю или в месяц встречаемся в Дворце молодежи. Пойдем, я тебя познакомлю. Так сказать, наш человек. Вот так через него я попал на эту тусовочку. Такая маленькая любительская профессиональная тусовка фанатиков вот этого жанра графической карикатуры. Там были уже информации, каталоги, они рассылали на разные фестивали, которых много было. И там Виктор Богорат, такой титан нашей питерской карикатуры, он, так сказать, меня взял под крыло, чему-то там обучил, на ходу, что называется, так объясняя что-то, комментируя картинки мои. Вот. И что это дало? Отвечая на ваш вопрос. Это дало резкий скачок в тактическом мышлении, что очень важно для мультипликации, конечно, потому что они рядом стоят, потому что мультипликация это тоже гэг, молниеносное что-то, стремительное, придумка, там, банановая кожура, и человек подскользнулся, да, ну самое. То есть он из вас сделал гэгмастера, по сути. В общем, да, это молниеносное, абсурдное, парадоксальное мышление, это тренинг, вот на установка вот на такие вещи. Это страшно помогло в мультипликации дальше. Ага, то есть это то, что, собственно говоря, и придало вот этот финиш, как говорят, вот этому вот стилю Бронзита, который немножко ироничный такой вот. Да, без этого это было еще не то. Ага. Да. А вот тогда еще вопрос, а дальше что было? Ну вот 98-й год, 89-й, 90-й год, все развалилось. Как ни странно, студия «Пилот» была жива, она работала, она делала заказы какие-то исполнительские, зато денежные, в общем, на какие-то испанские сериалы, еще что-то, на какие-то ходы находили вот эти все, получить эту работу. И Ренат, я помню, и я сделали, что называется, на сэкономленных материалах на студии Леннаучфильм свои собственные мультики какие-то, короткометражечки. В этот момент очень важный, конечно, был параграф в моей жизни. В Петербурге образовалась еще одна частная студия игрового кино, конечно, не мультипликации. Называлась она «Панорама». И руководительницей там была... На Пестеля... Не помню где, не помню. Ага. Ада Семеновна Ставистская такая. Да. Такая железная леди. Вот, продюсер мощный. Торпедоносца она снимала еще. Она первые сериалы начала снимать. Вот. И вдруг «Тайны следствия», это ее, такое, кстати, она довольно была успешна, и ей чего-то вдруг взбрендило, в хорошем смысле слова, заняться мультипликацией. Она узнала про меня тоже как-то, что на Леннаучфильме есть такой чудак, что-то там ковыряет. И она... Дай бог ей вообще, вот низкий ей поклон по жизни, потому что все это важно, это, конечно, вопрос удачи в том числе. Она в прямом смысле стала спонсором на свои заработанные студии деньги, она мне дала возможность снять 2 или 3 своих короткометражки. Ничего себе. На базе Леннаучфильма. Вот про них уже короткометражка, одна из них была 10-минутная работа такая, «Кубароид» назывался, в перекладке под станком, все это вживую я снимал, из вырезанных бумажек, такую историю мощную придумал, мощную, как мне казалось. Вот про это уже узнали на «Пилоте», что есть такой чудак какой-то там снимает свое кино какое-то анимационное, чего в Питере никогда не было. Вообще, вдруг... Это сейчас мы говорим про город, который сейчас стал столицей российской анимации. Ну, практически да, тогда 0. Они узнают про это, естественно, и Толя Прохоров, вот легендарный человек, который дальше по жизни, забегая вперед, стал моим главным гуру в профессии, и не только в профессии, но и в жизни. Он буквально командировался, а он был у Татарского на «Пилоте» редактором тогда, правой рукой его. Он говорит, давай, видимо, я съезжу, посмотрю. И назначили мне встречу. На Леннаучфильме арендовали, заказали зал для просмотра. Я, Толя Прохоров, буквально мы сидели вдвоем всего, я ему показал все 3 свои готовые короткометражки. И вот с этого все дальше и началось. Самый главный путь в профессии. Он их, конечно, там разбомбил в тот момент, камня на камне не оставил. Из вредности? Нет. Или там был из профессионализма? Нет, просто из профессионализма. Как бы, потому что с его точки зрения... Или это было чисто артистическое? Все плохо, нет, люди делают для одно дело. Нет. Он не артист.
Он прожженный профессионал, и там ему было не до того, чтобы, там сказать, там подыскивать слова. Он был жесток в этом. Возможно, я не знаю, можно такое допустить, что он меня проверял на прочность. Возможно, но это тоже не было главной целью его. Он что увидел, то и говорил. Как бы, так сказать, ну, заплачу, слабак, да, что он тут сказал, ну, что ж ты так реагируешь, что сказал бы он. Ну, я не при нем, я потом заплакал, не при нем, конечно, потому что это был, конечно, это травмирующий опыт был. Вот, но завершил он следующим образом все это, конечно, он говорит, но ты удивительным образом много чего умеешь, вот просто удивительно. Поэтому, говорит, если ты хочешь, чтобы реально научиться, давай приезжай к нам, давай вот бросай Питер там и все остальное, приезжай к нам на пилот. Вот тогда мы тебя научим, мы тебе дадим там мощную школу. То есть понятно, что с улицы людей бестолковых он бы такое не произнес. Им не нужны бестолковые. То есть он во мне что-то увидел, то, во что можно вливать усилия, так сказать, и учить, и ставить на ноги. Собственно, так и случилось. Аде Семеновне сказала спасибо, да, и поехал в Москву, не то чтобы жить. Ну, я поехал туда, познакомился, туда пригласили меня и Рената, кстати, на семинар в Болшево, как они регулярно там проводили за свой счет. Студия «Пилот» вообще была мощная тогда, конечно, и деньги у них были, вводились. И они заказывали на неделю, значит, вот этот пансионат Болшево, мы там все жили, питались и смотрели кино и обсуждали. Вот такой был, да. И мы первый раз туда вот окунулись с Ренатом из Питера, нас было двое всего вот таких вот. Мы окунулись в эту тусовку, предельно профессиональную на тот момент. Профессиональной в России ничего больше не было. Это татарский пилот и так далее. И вот там и началось все остальное. И там я понял, что вот здесь мне нужно цепляться зубами, ногтями, чем угодно. Но я понял, что здесь я чему-то научусь наконец. Так и получилось. Это было такое понимание, что здесь все. Абсолютно, здесь, это был здесь инсайт. копать здесь, да. Удивительная штука, какой маленький город Питер. Ада Ставицкая и в моей жизни сыграла определенную роль, которая профессионально мне дала многое понять. И как-то я попал на пробы, вернее, у меня был концерт в Театре эстрады. Виктор Михайлович Лебедев, композитор, который сочинил «Небесные ласточки», музыку к «Небесным ласточкам», «Гардемарины» вперед и все такое прочее. И она была на концерте. И у меня был номер дуэтный с Таней Долгополовой, а это очень высокая барышня, рыжеволосая, кудрявая, такая красивейшая женщина с огромным голосом, прекраснейшим. И я такой, и мы с ней пели какой-то дуэт, значит, что-то там, я а-ля Фрэнк Синатра, она, ну, как бы, вот, и мы все это дело сделали, и после концерта подходит Ада Ставицкая, вернее, Виктор Михайлович, и я такой, Мишенька, иди познакомься, это Ада, вот, а она мне про него сказала, вот вы сказали про то, что она за свой счет и все такое прочее, она про Виктора Михайловича, вот, Миша, посмотри, человек, написав музыку к вот этим вот, мог бы спокойно уже жить и ни в чем, ну, то есть просто спокойно отдыхать. А он с вами в институте возится, там и вот все вот это вот. И, ну, вот тоже такой подход, как бы она и оценивала, и отдавала себе отчет о том, что она делает. Классное качество. Вот, и она мне сказала, слушай, мне нужен сейчас вот исполнитель одной из ролей, вот пойдем, приезжай-ка попробоваться. Вот, там что-то не срослось, но срослось другого достаточно много. И я вот с тех пор, я все время ее помню, хотя мы встречались 2-3 раза в жизни. Но при этом я очень благодарен ей. Да ей бог здоровья. И вот вы решили копать. Да, и копаю до сих пор. Все, конец, до свидания. Да. Вот и поговорили. Вот да, все, в общем-то, все, да, копаем. Да, дальше все. ЗТМ, как говорят, это самое, уходим в Fade to Black. Вот копаем до сих пор, да. Да, а вопрос, тогда, откуда появились вот эти все предложения уже французской академии? Откуда появилась Оскаровская? Это 2009 год. Ну, такая, получается, монтажная склейка длиной в 19 лет, и там же еще мельница была, если я не ошибаюсь. То есть... Мельница попозже была. Тут сейчас все было. Давайте тогда быстро. На студии «Пилот», за деньги пилота уже, я сделал, они были продюсерами в прямом смысле, я сделал несколько своих короткометражек. Они, конечно, уже были
совершенно другого класса, ну потому что под крылом Татарского и Прохорова это было совершенно другого класса, нежели там вот мои леннаучфильмовские со студии «Панорама», такие отсебятины немножко. Вот. Но все равно это не выходило за рамки каких-то простеньких учебных этюдов. Ну, все равно такая простая история, ну, смешилка такая, с банальным сюжетом каким-то и так далее. И дальше, вот что важно было. Я сделал, вот, все цепочка, думаю, что же дальше-то? А дальше был Switchcraft. Что-то выпало. Да, выпало, а вот теперь вернулось. Фильм Switchcraft родился, искусство переключения. Ну, почти непереводимо. Switch это исключать, да, и крафт это ремесло, switch это и вич это и ведьма, вот такая игра английских слов. Switchcraft, там все время свет включают. И вот как этот фильм появился, 8-минутный. В Петербурге образовалась еще одна недолгожительница оказалась, но на тот момент совсем свежая новая студия именно анимации. Называлась она ЗИС по начальным именам начальников там двух человек. Они что-то вдруг, как я потом понимаю, они деньги отмывали. Их мультипликация не интересовала особенно. Вот. Ну, как-то надо было что-то тут организовать, и они вот вдруг собрали, и кто-то там из Леннаучфильма пришел, вот такая команда. И они вдруг, дай бог им здоровья, они вдруг в том числе и сказали, а давайте мы можем делать еще какое-нибудь авторское кино. Ну и опять же, тут Петербург, нас выбор был невелик. Конечно, опять пришли ко мне, что называется. Меня нашли, притащили туда, и я запустился вот с этим фильмом Switchcraft. Причем у меня до последнего момента не было никакой идеи вообще, голяк. Я как-то исчерпался немножко над пилотовскими этими короткометражками. И сидел То есть хай-концепта не было вообще? Вообще никакого. И тут мне говорят, Костя, есть возможность кино сделать, давай, деньги даю. Думай. Да, в прямом смысле. Я лег, помню, ночью спать и стал придумывать, просто высасывать из пальца историю. Что может быть, что. И высосал эту историю из пальца, да, в прямом смысле. А никакого парадокса нет. Мне Татарский однажды сказал, Костя, кино придумывается. Так или иначе оно придумывается. Целиком ли, в деталях ли. Человек сидит, автор, и придумывает это. Оно само не рождается, да. И Толя говорил Прохоров, осеняет тех, кто думает. Просто так на пустом месте не осенит. Шел и осенил. Не напивается тот, кто не пьет. Слушайте, да. Вы кому-то порвали сейчас шаблон. Человек ходит, думает, когда его осенит. Вот может ходить. Пусть ходит, да. Думать надо, думать. Вот тогда осенит, да. Это страдание, что называется. И за ночь я придумал этот сюжет. Все, на следующий день я пришел, сказали, окей, запускай. Короче говоря, я сделал через год этот фильм. Там цепочка чудес, случайностей, совпадений, очень везений. Но он попал таки в конкурс на крупнейший фестиваль в Анси. 95-й год это был. Крупнейший фестиваль анимации, который до сих пор остается крупнейшим в фестивале Анси во Франции. И завоевал там. И это не сегодняшнее время, когда можно зашвырнуть фильм на фестивале. Запросто. Сегодня это запросто. Одним кликом делается. Тогда это было страшно тяжело. Почта, кинопленка, декларация там. Это ужасно все было, да. Все это сделали, послали. И я еще туда и сам поехал. Это чудо было просто. Я не помню, как это случилось. Но вот поехали. Сделали визу как-то, потому что в конкурс. И самое главное чудо, что я получил за этот фильм там гран-при. Главный приз. То есть я просто вчера я никто, реально, как все, делай мультики, но таких много. И вдруг я гран-при Анси. И дальше происходит уже очень логичная вещь. То есть то, что в фильмах рисуют, проснулся знаменитым. В узком кругу, что называется. В узком информационном... Да, знаменитым. Но это какой надо узкий круг. Тот самый, правильный. И благодаря этому призу обо мне узнает, естественно, французская студия Фалимаш, потому что они все это мониторят из Валанса. Я-то о них знать ничего не знал. А оказывается, вот эта студия занималась, раз в год приглашала по конкурсу европейских молодых режиссеров, 2 всего, и давала им возможность, опять же, за свой счет реализовать какой-то свой короткометражный авторский проект.
И они обратили внимание на меня за счет просто этого приза. Так бы и не обратили. Я, сидя у себя дома в Петербурге, получаю от них письмо. Какая-то студия Фалимаш. Приглашаем вас принять участие в конкурсе проектов. Такие-то условия, присылайте, там, раскадровку, что-то там, 8 минут должно быть, до 8 минут не должно быть диалогов, там условия такие, если побеждаете, приезжаете на год, реализуйте за наш счет свой фильм. И опять счастье, в этот момент у меня уже дома лежит, она была уже готова, раскадровка фильма «На краю земли». Вот с этим вот. Ой. Вот это все было у меня готово. Оно лежало в столе. Не только у меня. Оно лежало в столе у Саши Татарского. Где-то уже полгода лежало. И ему нравился этот проект. Но на тот момент у них были сложности. Денег не было. И он у них просто лежал. И мне все, что оставалось, запечатать, пойти на почту. Ну, на английском языке я только перевел эти подписи под раскадровкой. И заслал на Фалимаш. Ну, где-то месяц-полтора прошел, получаю письмо. Вы победили, мы вас выбрали. Все, оформляйте визу, вот вам приезжайте делать кино. Обалдеть. И так я оказался во Франции, и там сделал этот проект. Но вот этот проект уже сделал меня статусным, да. Он просто подтвердил, что Гран-при Ванси был случайности не случайный. Да, он показал мой класс, конечно. Это был выстрел мощнейший. Да. Это был 97-й год. 97-й год, да. Это когда Константин Бранзит стал уже, ну, для нас, людей, которые переводили фильмы, которые это, называется, мониторили это уже появилось имя, уже стало известным не просто в совсем узких кругах, а в чуть-чуть более широких кругах. То есть это я помню этот год, когда вдруг, Бранзит у нас выигрывает всю Францию. Боже. Было чему завидовать. Собственно, и с ним я попал и потому что французский продакшн, повезло тоже. С ним я попал и в номинацию на Цезара в 2000 году. Ну, правда, опять как часто не получил, но в номинации был. Так уже оказался членом Академии в тот момент Цезаровской, вот французской членом Академии. Вот так. Ну, а там уже появилась студия «Мельница». Я вернулся с хитом, значит, «На краю земли» сюда, здесь уже «Мельница», я автоматически практически вливаюсь, потому что я всех этих людей тоже знал, Сашу Боярского, с Леной Научильной, все Леноучильновская банда. Вот, и... Все те же люди. Все те же люди практически, ну, со звукоцеха, они организовали эту «Мельницу», и, собственно, начал с ними сотрудничество, и они мне дали возможность потом сделать свои авторские фильмы, ну, и все, и так все, вот теперь точно все. На этом можно заканчивать. Нет. А «Оскар»? Ну «Оскар». Так это вот «Оскар» — это одна из авторских работ, сделанных на «Мельнице». 2007 год. 2007 год. Короткометражка «Уборная история. Любовная история». Про женщину, которая работает вот уборщицей там в мужском туалете, в отделении, значит, и собирает денежки на проход. Ну, вот это вся такая вот рутина туалетной истории всей этой, да, моет, собирает, так сказать. И я сделал это кино, стали рассылать его по фестивалям, и потом, уже по информации в эфире, там уже интернет, конечно, какой-то существовал, дохленький в те времена, все-таки он еще был, да. И мы узнали все-таки, что один из призов, как выясняется, был квалификационным. То есть он квалифицировался Академией «Оскар». То есть он давал право послать фильм в Академию. То есть в лонг-листе уже. То есть там начинают за него голосовать. Мы узнали это. Точно так же, а это еще была пленка, все еще времена пленки, не то что там файлик какой-то, это кинопленка, тоже нужно было все это задекларировать, правильно оформить и в Америку там почтой послать, чтобы она, не дай бог, не потерялась, дошла туда, послали, значит, этот фильм, а дальше сидим, ждем голосования, это довольно долгая история, она в сентябре начинается и длится до чуть ли не конца ноября или начала декабря, когда объявляют номинантов. И дальше вот, совсем прелестная история, конечно.
Вот сказка, что называется, ребят, буквально сказка. Да все похоже на сказку, все. Примерно все. Нет, ну вот это самая сказка. Сидит такой на Лену, знаете, это надо видеть эту студию Леннаучфильм, знаете, старое здание, это, да, дореволюционной постройки какой-то там. Я все, там бывал неоднократно. Да, ну знаете, да, это же все местами в плесени, в паутине, первый этаж арендует мельница, значит, ковыряем там свои мультики. Ну такой нормальный совок такой, привычный нам, 2007 год. Кошками пахнет. Там чем только не пахло. Тут летит пыль с мельницы Ленина, значит, мелят муку, значит, напротив, все это в пыли. Тут Через двор автосервис. Автосервис, там, тут черти что. Репетиционные точки были там. И сижу я, а там фильм в академии. Рассматриваю, голосуют академики. Какая-то там, да, другая планета, собственно, для нас. Что это такое? И уже на тот момент был по фестивалям, как бы, был знакомый продюсер такой, с которым я скорешился, американец, Рон Даймонд, красиво, Рон Даймонд. И у меня с ним были телефонная связь, просто обменялись. И он мне сказал, говорит, никакого тогда прямого эфира объявления не было. Ну, мы не знали. Сегодня-то можно в эфире посмотреть, как они объявляют. Да? А тогда сидишь и там по лос-анджелесскому времени это происходит всегда очень рано утром. Для прессы, для всего. А по нашему московскому времени это примерно 4 часа дня. А там рано утром. И Рон Даймонд мне написал, помню, в WhatsApp или смс-ку что-то такое, что Костя, если фильм попадет в номинацию, я тебя сразу просто наберу. Вот просто позвоню тебе. Ну, я сижу так, как-то все равно это все далеко как-то какая-то. Сижу тут, люди ходят, работаем, 4 часа дня, обычный рабочий день. Ну, я так на стреме, телефон рядом. Ну, там 4:20 раз, и смотрю, +1, он звонит его звонок. Я все понимаю уже. Ну, просто иначе он бы не позвонил. Я снимаю трубку, «Hi, Рон», и помню эту фразу просто... у него красивый такой: «Hi, Константин, you are nominated». Вау. У меня аж мурашки прошли. Вау. Я тут... А тут все то же самое, такая возня такая. Я так, куда, кому бежать? Мне должна... Я же должен сказать... корону поправили. Да, я выскакиваю в коридор. Я помню, идет... Вот просто как вчера было, идет одна из аниматорш, художница идет навстречу, и говорю: представляешь, у меня номинация на Оскара. Естественная реакция: да ладно, да ладно, вроде не 1 апреля. Блин, я ее понимаю. Ну где мы, где Оскар, где вообще это, как это, Луна, да? Я бегу в кабинет к Саше Татарскому, ну там, конечно, другая реакция, потому что он в курсе был, знал, да. Вау, ну все, как бы все. Вот, это вот так было первый раз. Ну, опять же, еще одно чудо, что мы туда попали, что мы туда удалось съездить, получили визы. Тогда это оказалось проще, чем сегодня. Вот, сделали визы, да, все, полетели, были на церемонии, почувствовали этот праздник. Как потом, второй раз, по счастью, я был там, выяснил, что я совсем по незнанию, я далеко не все дивиденды с этого срубил, с этого праздника. Но опять же, кто бы знал. То есть я там 30-40% получил от того, что мог получить. Вот с точки зрения профессионального праздника, конечно. А второй раз все было уже, конечно, рациональнее, осознанней, вдумчиво. Это уже был какой? 2014 год. Это мы все живем космосом? Это да. Мы не можем жить без космоса. Мы не можем жить. Это был второй фильм после... следующий фильм после... С довольно большим перерывом. Я довольно долго делаю кино. И вот этот «Мы не можем жить без космоса» рождался очень тяжело. Эти 15 минут я потратил 4 года жизни практически на них. Тяжело удался фильм, но вот он насобирал кучу наград и целый ряд квалификационных с запасом получил призов. И это мы уже знали. И, кстати, Гран-при Ванси. Вот это был мой
третий на тот момент Гран-при Ванси. Каторжный труд аниматора. Абсолютно, да. И мы засылаем его уже на Оскара, да. Там уже, по-моему, засылали флешки. Уже все, пленка не нужна, что гораздо проще. Флешечки, DCP-файл, и заслали туда. А дальше, вот тут уже они с какого-то момента они начали объявлять шот-лист. Потому что до этого в анимации шот-лист не объявлялся. Лонг-лист, а дальше сразу номинанты. А в других категориях были шот-листы. Игровое кино, там, в какой-то момент и в анимации стали объявлять шот-лист 10, 12, 15, до 15 фильмов. И первая ступенька, вот нужно попасть из лонг-листа, где там 120-150 фильмов, попасть в эту десятку заветную. Это вот то, что предпоследняя ступенька. И объявляют уже в... я уже академик. Меня сразу взяли в академики. После номинации, да. Но еще опять тогда, же, когда вот... в 2009 год. Вот я был в 2007 фильм год, да, в 2009 я был в номинации с уборной истории. Через год я получил где-то, или в том же году получил приглашение стать академиком. Ну, там что-то там технически как-то все это было оформлено. И я уже заходил на сайт, имел право голосовать, всю эту кухню видел, как это все делается. И знал, что вот такого-то числа объявляют шот-лист. Ну вот это уже стрёмно, потому что это первая предступенька такая. Объявляют шот-лист, да, мы не можем жить без космоса, в шот-листе. Опа, в 15 это. Ну а дальше самое томительное ожидание. С этого дня шот-листа объявления до объявления номинантов, ребята, проходит что-то более 1,5 месяцев, если не 2. Это чудовищно, конечно. То есть ты знаешь... Сгораешь, как сегодня говорят молодые, просто вот вчистую. То есть сгораешь... От тебя уже ничего не зависит, но это тупое ожидание, волнительно, потому что, все, это заветная пятерка. Попал, не попал. Нет, хуже ждать да догонять, как говорила моя бабушка. Совершенно верно. И вот настает этот день, и это я уже без всякого звонка Рона Даймонда сижу на мельнице, на Ютубе, на тот момент открытом, идет трансляция, и вживую, опять же, 4 часа дня, у них рано, у нас где-то в это время идет объявление, и идет теперь номинанты на короткометражную анимацию. Все, ты вот так, опа, и We Can't Live Without Cosmos. Вау, я бегу опять к Боярскому. Саша. Второй раз, да. Вот так. Я очень занудный вопрос хотел задать. Вот ваши мультфильмы... Все было интересно, давай немножко занудно. Ваши мультфильмы пересматривают, и я с сыном это делаю. Чувствуете ответственность за это? Не конкретно относительно меня с сыном, а в принципе их пересматривают. И закладывалось ли это, когда придумывалось, касаемо всех вот больших мультфильмов, которые... как «Три богатыря», Алеша Попович. Я бы так сказал. Вы теперь портрет на стене. Тот самый Лев Толстой, Некрасов, Маяковский, Константин Бронзит. Не преувеличивайте, и вот ребята, есть ощущение, что вот дети, вот это все есть такое? Для детей это действительно так. Для тех уже детей, которые уже не дети, очень даже не дети. Да. Потому что он толкнул этот паровоз, он был самым классным. И еще 9-й фильм очень неплохой, «Наследница престола». Все. Кстати, да, тут У меня сын при любой ситуации, там что-нибудь происходит, не упал. Мне сын, реально, 15 лет человеку, и он не упал в любой ситуации. Да, это из Алёши Поповича цитата. Да, коллеги, да нет. Давайте так, по-простому. Никакой ответственности я не чувствую. Я просто в моменте так делает любой художник в любой области. Я думаю, что и режиссер, актер, сценарист, композитор. Ты вообще не думаешь о вселенной. В момент творчества она перестает для тебя существовать. Это твой какой-то единственный, твой личный канал, в котором ты абсолютный анахарет, отшельник. Все связи в этот момент разрушены, внешние с миром. Иначе ты не сможешь ничего делать. Ты погружен в себя и вот в этом потоке. И ты улавливаешь там какие-то сигналы. И дальше ты тут это все каким-то образом в своей профессии материализуешь. Ты пытаешься сделать
это настолько хорошо, ну я во всяком случае, настолько хорошо, насколько это возможно, или даже еще лучше. То есть прыгнув выше своей головы. И нет боязни, а что люди подумают? Эта мысль вообще не Нет. Есть боязнь, что скажут коллеги, матерые профессионалы, чьему мнению я доверяю. А люди, так называемые. Мне все равно. То согласен абсолютно с вами. Не, но у меня-то другое. У нас, мы когда делаем перевод, мы всегда думаем о том, что будет думать зритель. У нас в другую сторону все заходит. Если ты будешь думать, что тебе скажут твои коллеги, они тебе ничего хорошего не скажут. А вот у нас всегда судит зритель, потому что все говорят, фильм хорошо переведен, значит, это все отлично. Допускаю, что это так, да. У нас вообще наоборот, вот в отличие от того. Допускаю. Коллегам, наверное, действительно все равно в данном случае, как там переведен, потому что перевод делается в прямом смысле для зрителя. Там, да. Да, а когда ты особенно делаешь, ну, допустим, авторскую короткометражку, тебе вообще на зрителя плевать. Ты занимаешься, условно говоря, каким-то тут селф-терапией. Ты самоизлечением занимаешься. Тебе вот это нужно из себя... деликатно сказать. Это из ничего создается что-то. Поэтому в чем тут зритель, как бы? Вот важно было, всегда важно, что скажет Татарский, что скажет Прохоров, профессионально что скажут, вот что, как им это все, да, вот, то есть, а почему важно, что они скажут, или Нарштейн, там, потому что это планка, потому что это профессиональная планка. Зритель это не профессиональная планка, он дилетант в этом вопросе, и в этом смысле не то чтобы совсем все равно, понравится ему или не понравится, но это не критерий, вот в чем дело. Это могут быть слова вежливости или еще что-то. А от своих педагогов, от близких друзей ты в честном разговоре слов вежливости уже не дождешь. И они тебе не нужны. И они знают эти внутренние правила. Это нормально и правильно. И так и должно быть. Тогда ты хоть как-то двигаешься и растешь. И тогда начинается честный разговор. И вот это страшно. Это, конечно, это страшно, это боязно, это трепетно. Вот. Но это есть ориентир. Вот получилось, не получилось. Тебе сказали, получилось? Нет, Бронзит, вот в этот раз там не очень. А вот это там получилось. Вот это самое интересное. Здорово. Вот к этому стремишься. Понятно, что есть момент зрительского кино, как вы сказали, да, Леша Попович, там Лунтик и все остальное. Там ты в голове зрителя держишь. Да, держишь, потому что ты в них пытаешься стрельнуть. Ты всех уже держишь. И коллег, и профессионалов. Тут нужно всем. В общем, угодить нужно всем. Ну, угодить не точное слово, но попасть во всех. Стрельнуть во всех. Вот это правильное выражение. И всех поразить. Да, выстрелить и всех поразить. А по правде? Вот это, помните? Ну, извините, это... Ну, плохое кино, да. Нет, ну, хорошо, я огорчился. А по правде, какое мы кино сняли? Да, по правде какой, да. И, ну, опять же, а смысл-то один. Какая разница, твое авторское, что ты делаешь, или коммерческое, условно говоря, очень условное деление, терпеть его не могу. Любое кино, как меня учил Толя Прохоров, авторское. Любое кино авторское делается авторами. Или автор, или группа. Коммерческим оно становится позже. Да, совершенно верно. Вот точная ремарка, да. Ты относишься к нему точно так же, как к своему маленькому этому кинцу, так и большому это вот. И делаешь на пределе возможностей. Вот как ты умеешь на сегодняшний день, так ты это и делаешь. Как ты чувствуешь, как ты научился, как ты до этого момента дорос, с каким багажом пришел к этому моменту, вот так ты все это здесь и реализуешь. Все. То все очень просто. Если ты делаешь, что называется, для себя авторское кино, ты в него вкладываешь душу, но профессионализм начинается тогда, когда ты уже на массовые изделия переносишь вот это вот, что называется, вот ниже этого я упасть не могу. Ниже этого не могу. Свое отношение к тому, что делаешь, как минимум. Ну что ж, просто вот я настолько признателен, это очень сильно совпадает с тем, что и я думаю, Михаил тоже разделит эту точку зрения. Нельзя падать ниже, мы все работаем на зрителя, но есть уровень профессионализма, после которого все говорят, да ты это, все, уже там, Алексей, все, можно, отнесите, возьмите за руки за ноги, отнесите на свалку истории. Вот, то же самое и здесь. Нельзя, чтобы о тебе таких вещей говорили. Ты не для этого все это прожил. Вот огромное спасибо, вот просто за светлое, что называется, ощущение, которое... Вот светлое, прям светлое. И если скажут, то ты будешь знать, что это ложь. Если скажут какую-то ерунду, то ты будешь знать, что это ложь. Да. Татьяна, огромное спасибо вам. Просто спасибо вам большое. Это настолько было вдохновляюще. Ну, буду надеяться, что это так. Спасибо, да.